А вы видели этих идиотов за рулем? Что вообще творят эти люди и кто им давал права? Я вам покажу самую сумасшедшую подборку, когда хочется просто плакать сквозь смех от человеческого безумия. Главное, только самим с такими не встречаться. Поехали! Этот паренек, видимо, решил освоить мотоцикл впервые, решив обойтись без инструктора и учебной площадки. И правильно, если что, соседская машина поможет затормозить. А вот что бывает, когда слишком переживаешь за свою жену, постоянно оглядываясь назад. Назад, назад, достаточно. На друга надейся, а сам не оплошай. А этот водитель старался аккуратно повернуть налево, достаточно боязливо, но почему-то именно в последний момент решил проскочить, не убедившись в безопасности маневра. А зря. А что будет делать водитель фуры, если увидит перед собой подозрительно низкий мост? Правильно, даст газку и вильнет кузовом, чтобы проскочить наверняка. Что делать, если на тебя едет машина с фонарным столбом на лобовом стекле? Как минимум, опасаться ее. Остается лишь гадать, на каком перекрестке он урвал эту добычу. А вот наглядный пример, как не стоит выезжать на дорогу, не убедившись в безопасности своего маневра. К счастью, все остались живы. Вы думаете, что снести шлагбаум можно только на машине? Вы сильно заблуждаетесь. Только посмотрите на этого брутального велосипедиста. Таксист тоже удивился, почему тот просто не проехал рядом. Как быстро проехать кольцевую развязку? Правильно, напрямик. Непонятно, почему водитель даже не попытался избежать удара. Что нужно сделать первым делом после покупки мощного кабриолета? Выпендриться, подумал этот водитель и начал вилять задом своего авто. Он, конечно, сильно удивил очевидцев, правда, не навыками своего вождения. А это наглядный пример, почему стоит всегда ставить машину на стояночный тормоз, даже если идешь что-то вытащить или перегрузить. Забавно, что водитель еще извиняется перед встречкой, вместо того, чтобы просто дернуть ручник. Никогда не заставляйте двор машинами, иначе мусоровозу приходится действовать радикально. Когда парень обещал заехать за тобой после работы, но слегка переборщил. Друг никогда не оставит в беде, важно только попросить его действовать аккуратно, иначе проблем может только добавиться. А вот еще один любитель уйти боком с перекрестка. Как частенько бывает, внимание он привлек, люди знатно посмеялись. Похожее случилось и с этими ребятами, которые хотели покрасоваться среди малоэтажной застройки, чуть очки не слетели. Что делать, если грузовик заглох посередине переезда? Да ничего, благо груз и машина застрахованы, стой и наслаждайся зрелищем. А эта старушка на Форде случайно перепутала педали на перекрестке. Но это еще не самое забавное. Когда она выходила извиняться, видимо, зачем-то переставила коробку в драйв. Как итог, досталось всем. А это видео можно описать так. Вижу цель, не вижу препятствий. Интересно, водителя ничего не смутило? Водитель этой белой иномарки, видимо, слишком спешил, чтобы обращать внимание на знаки, отбойники и другие машины. Настоящий идиот, который покалечил несколько людей из-за своего неадекватного вождения. Водитель серебристой иномарки решил попробовать себя в роли учителя. Сначала подрезал грузовик, а потом начал резко оттормаживаться. Грузовик шуток не понял и несколько раз приложился по заду иномарки. Кто тут больше идиот? Вопрос спорный, но водителя грузовика хотя бы понимаешь. Ну и как не выпендриться, когда заезжаешь в фургон? Это же самое место, чтобы дать боком. Слышали, что проезжая шлагбаум, надо торопиться? Так и есть, но не стоит пытаться это сделать следом за другим автомобилем. Глупость или жадность. Непонятно, что сыграло в этом случае. Что может быть гениальней, чем припарковать грузовик на горку и уйти по своим делам, не позаботившись о блокировке колес? Благо, водители на дороге успели среагировать и затормозить, пропуская неуправляемый грузовик. А это видео лишний раз нам напоминает, что съезжать с погрузчика стоит аккуратно и не спеша. Тут не выдержала одна из направляющих, и машина, приехавшая с ремонта, вынуждена отправляться обратно. А вот почему надо смотреть по сторонам, когда выходишь из машины. Хотя ситуация спорная, ведь мотоциклист фактически ехал там, где не должен. А как вам такие шашки? Пусть скорости и небольшие, зато настолько эффектно.
А это видео выглядит как реклама бронированных стекол. Неадекватный водитель барабанит в окно всем, что попадет под руку. В какой-то момент в ход идет даже бумеранг. Удивительно, как стекло выдерживает такой напор, сдаваясь только в самом конце. А этот мужчина не просто встал посередине пешеходного перехода, но и решил развлечь сигналящего водителя фуры необычным способом. Надо сказать, честно, танец получился очень зажигательным. А этот водитель грузовика, видимо, огорчился, что водитель темного джипа ехал слишком медленно по полосе и решил объявить настоящую охоту, зажимая бедную машину с разных сторон, чуть не спровоцировав серьезное ДТП. Ну разве не идиот? А этот мотоциклист решил проскочить между экскаватором и машиной, но несколько переоценил свои силы. Хорошо, что реакция не подвела, и он успел спрыгнуть со своего железного коня. Водитель не проверил на шиномонтаже свои колеса. В результате резкого маневра одно из них решило покинуть автомобиль. Благо, никто не пострадал, кроме автомобиля, естественно. А вот что бывает, когда водитель паркуется, не задумываясь о других. И это не просто какое-то наказание, а реальная скорая не может проехать к умирающему человеку, поэтому вынуждена действовать экстренно. Думайте не только о себе. Вы видели когда-нибудь такое сочетание? Кони, цыгане и батут. Что еще нужно для веселья на дороге? Что можно перевести в обычном седане? Эти ребята решили сэкономить на грузоперевозке и засунуть холодильник в салон. Ладно, не рассчитали, но у меня есть один вопрос. Как они рулить собирались? А тут водителю удалось заснять необычную работу спецназа. Злостный велонарушитель был обезоружен сходу. Четкая и слаженная работа. Водитель серебряной машины, видимо, зазевался на светофоре и на всем ходу въехал в своего соседа. Но потом пришел в себя, сделал круг почета и тактично уехал с места происшествия. А слышали про выражение «бешеная табуретка»? Девушка за рулем этого смарта решила выжать из своей малышки все соки. Но зачем это делать на парковке? Как итог, не справилась с управлением. А водитель этого грузовика решил, что ему что-то попало под колесо, раз его не смутило какое-то препятствие, пока он сдавал назад. Вы думаете, что только идиоты забывают вытащить пистолет из бензобака? А что скажете этим полицейским? Что делать, когда не хочешь таскать тяжелую тележку по торговому залу? Правильно, заехать в магазин сразу на машине. Даже перекладывать ничего не надо. Бери продукты из окна и все. Казалось бы, парковка, везде асфальт, красота. Но эта девушка смогла найти себе препятствие даже в таких идеальных условиях. Некоторым не нужны ямы или снег, чтобы увязнуть. А это еще один гений грузоперевозок в своем седане. Когда потратил последние деньги на плазму, а надо еще и до дома ее довести. Что делать, если проехал нужный съезд? Правильно, уметь быстро принимать решения. Как водитель этого Кадиллака, который решил съехать напрямик, но колесо не одобрило этого решения. А это настоящее чудо. Водитель решил проехать переезд уже на красный свет. Машину покидать тоже отказался. Удалось разрулить эту ситуацию в самый последний момент. А это, видимо, новый способ ополоснуть свою машину. Эффективно, ничего не скажешь. Водитель внедорожника возомнил себя Кеном Блоком, но не справился с управлением, по ходу зацепив сразу несколько машин. Куда он спешил? История умалчивает. А это кадры со съемок новой части фильма «Такси», не иначе. Правда, водитель немного не рассчитал свои силы и сцепления с дорогой. Как фура не помещается под мостом, мы уже видели много раз. Но тут все еще интересней. Этот грузовик решил проехать под знаками с поднятым кузовом. Как такое можно не заметить? Вопрос риторический. А вы видели морские ДТП? Тут тоже бывают свои идиоты за рулем. Видимо, водителя катера слишком укачало, что он на полном ходу наехал на лодку. Благо, никто не пострадал. А это иллюстрация русской поговорки «Сгорел сарай, гори и хата». Водитель не рассчитал габариты своего прицепа. Со всеми бывает. Но маневр должен быть обязательно завершен, неважно какой ценой. А вот что бывает с теми, кто сует свой нос туда, куда не стоит. Не стоит подрезать фуру на полном ходу, ведь она не может быстро реагировать на подобные маневры. Да и резко затормозив, можно повредить груз. Сами понимаете, какие у водителя приоритеты. Еще одна бешеная табуретка, которая чудом не сбила человека на пешеходном переходе, а потом просто не справилась с управлением. Что было в голове у водителя и куда он летел, неизвестно.
А этот водитель, видимо, решил потягаться силами с тепловозом. Немного переоценил свои шансы. И в голове витает вопрос, почему он вообще не решил отъехать, когда ему начали издали сигналить? Даже не спрашивайте, как эта машина тут оказалась. Видимо, навигатор переложил маршрут на 10 минут короче. Поиграть с котиком — это святое, но не ценой же своего лобового стекла. Что Рубикон обладает невероятной проходимостью, знают все. Мужчина решил продемонстрировать это наглядно. Огромное препятствие, маленькая машинка. Что могло пойти не так? Казалось бы, ты человек, который забирает машины после ДТП и должен учиться на чужих ошибках. Но, видимо, некоторые люди необучаемы. А вот что бывает, когда встречаются два идиота. Настоящая борьба, эмоции и зрелище. Главное, чтобы больше никого не зацепили. А что делать, если пешеход качает права? Правильно, прокатить его на капоте. Невероятно, что было в голове у водителя. Хотя, возможно, это товарищи развлекаются. Но это как надо не любить своего друга. А этот водитель на светлом седане решил, что раз он показал поворотник, значит дорога свободна. Ладно, бывает, но больше удивляет другое, что после ДТП и перестроения он все равно пытается силой выдавить внедорожник из своей полосы. Вот это упорство и настойчивость. Этот водитель белого седана решил, что он король дороги, и он решает, кто смеет его объезжать. И если автор видео решил не связываться с идиотом, то пикап решил идти до победного. Сначала корпусом вытеснил обидчика, а потом начал повторять его маневры. Вот и еще один идиот, который сначала подрезал грузовик, а потом начал специально блокировать ему дорогу, не давая обогнать. Водитель фуры не растерялся и решил действовать радикально, ибо нечего. А вы рады гостям? Особенно, когда ваш сосед с утра решил заехать прямо в коридор на своей машине. Да уж, таким людям лучше пить кофе, чтобы взбодриться. Что делать, если сосед паркуется на твоем месте и не слушает никаких возражений? Правильно, сесть в погрузчик и выкинуть его машину подальше. Смешно и грустно, не дело соседям ссориться. Но иногда не все зависит от водителей. Встречаются роковые места, которые по разным причинам притягивают проблемы. Так получилось и с этим поворотом. Понятно, что гололед, но можно учиться на ошибках других же. То чувство, когда решил снять трендовое видео, но что-то пошло не так. Надеюсь, что это была не соседская машина, а то будет вдвойне обидно. А это видео настоящего чуда. Обратите внимание, что байкер специально замазал, на какой скорости он мчался. В итоге словил воблинг и попал под грузовик. И чудом проскочил под ним на другую сторону, отделавшись испугом. Я думал, такое бывает только в играх. Почему важно не включать громко музыку, когда только садишься в машину? Можно не услышать звуковой сигнал, который оповещает о незакрытых дверях. Многие водители больших машин считают, что просто обязаны залезть в самые непроходимые места, чтобы оправдать свою покупку. Но иногда они слишком переоценивают свои силы. И вот нет пути назад, только вперед. А этот гонщик решил, что все полосы двигаются слишком медленно, поэтому он проскочит по обочине. Не проскочил. Машину понесло на грунте, и в итоге лишь чудом он не устроил массовое ДТП. Что у него было в голове? Что делать, если перепутал педали и врезался в забор задом? Правильно, повторить все, но только наоборот. Правда, здорово выбраться на природу со своей лодкой, особенно если это быстрый современный катер. Но есть нюанс. Водитель не заметил, что винт слишком низко провисает. Теперь эта лодка вряд ли далеко уплывет. А этот мужчина привлек внимание тем, что ходил и заглядывал в чужие машины. Лицо спрятано шарфом, сам нервничает. Забавно, что при попытке сбежать он так распереживался, что машиной зацепился за пожарную колонку. Но увидев, что автор видео звонит в полицию, решил, что нужно убираться любой ценой. Как велосипедисту привлечь к себе внимание в потоке? Повесить стоп-сигнал? Нет, можно просто снять штаны. Такое точно не пропустишь. А этот водитель, видимо, впервые ехал на отдых за долгое время. Другого объяснения я просто не вижу. Почему он не тормозит ни перед какими препятствиями? Стена смяла трейлер? Плевать, я еду отдыхать. А это образцовое видео с мгновенной кармой. Пикап пропустил полицию, но за ней пристроились несколько хамов, чтобы проскочить в обход пробки. Но не фартануло. В следующий раз будут думать, как не стоит делать. Весело и грустно.
Надеюсь, что вы с подобными водителями будете ездить по разным дорогам. Кстати, если вы умеете монтировать, озвучивать ролики или писать сценарии, то переходите по ссылке в описании в наш Telegram-бот. Будем работать в одной команде. И спасибо за просмотр.